Любые узоры со жгутами или косами стягивают полотно по ширине, поэтому под жгутом в этом месте образуется вздутие или пузырь на планке или резинке. Поэтому в этом месте, где расположен жгут, под ним необходимо добавить после планки или резиночки несколько петель, чтобы жгут не стягивал полотно в его начале. Если жгуты расположены по всей ширине полотна, то после резинки нужно провязать базовый подготовительный ряд, в котором равномерно прибавить петли. Друзья, сейчас я расскажу, как равномерно прибавить петли после резинки или какой-либо планочки, если жгуты, косы или араны расположены по всей ширине полотна изделия. Когда мы вяжем изделие снизу вверх, после резиночки или какой-либо планки, нам нужно провязать 2 базовых ряда. Это же касается и вязания изделия сверху вниз. Необходимо провязать 2 базовых ряда. Я изобразила эти базовые ряды на рисунке. Вот первый базовый ряд, вот второй базовый ряд. На первый базовый ряд сейчас не смотрим. Смотрим только на второй базовый ряд. Мы должны вначале нарисовать раппорт второго базового ряда. Он равен раппорту первого ряда схемы. То есть изнаночная петля, 8 петель косы, изнаночная петля. Вот эти линии я не изобразила на своем рисунке. Вот эти вот горизонтальные линии. Их изображать не обязательно. Итак, вот у меня базовый ряд и раппорт базового ряда. Точно такой же, как раппорт первого ряда схемы. 2 изнаночные петли и 8 петель косы. Опытные вязальщицы опытным путем вывели формулу, что каждая третья петля в жгуте или в косе во втором базовом ряду является прибавленной. Вот я отметила эти петли прибавленные красным цветом. То есть 2 петли пропускаем, третья в жгуте у нас прибавленная или в косе. 2 петли пропускаем, третья петля у нас прибавленная в косе. И 2 петли. Больше петель нет, поэтому больше прибавленных петель нет. Изнаночные петли мы не считаем, мы только смотрим на петли, на 8 петель косы. И теперь нам нужно узнать раппорт узора первого базового ряда после резинки. Для этого считаем петли без прибавленных. 1 петля, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель без прибавленных петель должно быть для косы в первом базовом ряду. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Без этих прибавленных. Вот эти изнаночные петли так и остаются здесь. То есть раппорт узора первого базового ряда будет состоять из 8 петель. 6 петель для косы и 2 изнаночные петли. Поэтому, провязав резинку или какую-либо планку, вы должны скорректировать ваши петли, чтобы количество ваших петель делилось на 8. На 8 петель раппорта первого базового ряда. И плюс у вас еще там должны быть добавлены 2 кромочные петли. При вязании сверху вниз количество ваших петель должно делиться на 8 без кромочных петель. Затем провязываете первый базовый ряд, то есть повторяете 8, 8, 8 петель столько раз, по 8, сколько вы набрали раппортов. Затем начинаете вязать второй базовый ряд. Можно провязать изнаночный ряд и
этот второй базовый ряд также будет лицевым. Так будет даже лучше. Второй базовый ряд. Провязываете изнаночную петлю, потом провязываете 2 петли, третью прибавляете любым способом, как вам удобно. Накидом, из протяжки или там из нижней петли, как вам нравится. Потом 2 петли провязываете, третью прибавляете. 2 петли провязываете и изнаночная петля. Здесь у вас висят маркеры. То есть раппорты вы отделяете друг от друга маркерами. И начинаете провязывать следующий раппорт. Изнаночная петля, 2 лицевые, петлю прибавляете, 2 лицевые, петлю прибавляете, 2 лицевые, изнаночная. Маркеру переснимаете. Следующий раппорт провязываете. Изнаночная, 2 лицевые, петлю прибавляете, 2 лицевые, петлю прибавляете, 2 лицевые, изнаночная. И маркер переснимаете. То есть в первом базовом ряду тоже нужно отделить раппорты друг от друга маркерами. Надеюсь, я понятно объяснила. Для начинающих любителей вязания лучше всего изделия, где по полотну, по всему полотну находятся косы, араны или жгуты. Лучше всего начинать вязать изделия с какой-либо, не из какой-либо планочки или резинки, а с набора петель на дополнительную нить. А затем уже после того, как вы провяжете изделие, свяжете изделие в готовом изделии, сверху вниз довязать планку или резинку по низу вашего полотна.